Посмотрите, какая красивая спирея стала. После цветения, после обрезки. Она просвечивалась даже. А сейчас посмотрите, какой куст. Красавец. Но еще располовинить его надо, но осенью. А так он такой огромный стал. Ему 4 года. Но я его рассажу наполовину, и будет хорошо. Солнце светит яркое, цветочки мои тоже яркие. Красавицы. Очень сильно светит. Ну, а тут вот начинаем цвести. Скажите, нечего тут морозить меня. Морозили, скажите. И решила она зацвести. Ну, полянка моя желтая цветет. Красота. Ну что, пойдемте в теплицу. Давно я не была в теплице. Тут у меня всякие шторки от солнца. И вот они, дебри. Видите? Они такие высокие, до грудей мне. Ну, правда, маленькая, конечно, сама. А вот огурчики. Тоже высоченные. Ростом со мной. Уже почти. Цветут красиво. И огурчики есть. Вот видите? Там. Здесь. 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 Короче, везде есть огурчики. Вот и на той стороне тоже, видите, внизу. И вверху уже завязались. Сегодня все подвязала, привязала опять, усы оборвала. Эти усы, рвешь их, они опять есть. Обрываешь, они опять есть. Все питание забирают. Представляете? Я их стараюсь обрывать. Но они ведь появляются ниоткуда прямо. Вот их нет, через час они есть. Усы, я имею в виду. Видите, какие красивые огуречники, огромные. Вот. Помидорчики вот такие цветут. Ну, вначале у меня всегда огурцы, потом помидоры только. Вот высокие, превысокие. И все в цвету. Цветут. Вот этот еще даже не привязан. Надо привязать будет. Ну вот. С утра полила. А сейчас еще надо удобрением полить. Будет вечером. Конечно, сейчас жара. Вон даже, видите, помидорки висят у меня. Вот. Красота какая. Какие помидорки. Рановато, конечно, еще. Совсем рано. В июне обычно у меня, в половине июня, я обычно огурцы собираю. Вот. А помидоры обычно завязываются в конце июня у меня. Ну вот уже начали завязываться, видите? Ну, как хотят. Что я сделаю сегодня? Я вот полила их все. Эти высоченные. Где-то огромные все они такие, что я говорю. Вот здесь-то по пояс у меня. А вот эти-то ровные со мной уже скоро будут. Как и огурцы высоченные. Здесь у меня дрожжи. И прокисли сливки. Ну, не прокисли. Сметана, короче. В пакете была. Срок у нее истек.
И дети его тоже сюда вылили. Вот. Неделю уже стоит вот это безобразие. И сегодня буду налейку разбавлять с водой на 2 кружки. Я не знаю, примерно 2 литра. Остальное вода добавится. Вот. Дрожжевое молочное, даже не знаю, как назвать, заправочка для моих помидорчиков. Вот. И пусть мои помидорчики поедят. Правда, я уже боюсь их перекормить. Они такие толстые. Смотрите, какие толстенные. Ну, как мой палец. Видите? Не первый, а второй. Видите? Указательный. Ровные с указательным. Вот такие вот стволы огромные. Ну, цветут. Пчелок нету. Надо самой опылять, наверное. Как вы думаете? Ну, нет пчел совсем, представляете? У меня даже дочь интересуется, где пчелы, спрашивает. Говорит, не вижу пчел вообще. А вот это у меня музыка орет. Вот такая. Сейчас закричит. Вот. Кротов пугает. Но кроты сюда не заходят совершенно у меня в теплицу, представляете? И в этом году ни одного кустика ничего не съела медведка. Вот заросли какие у меня. Довольная. Слов нет. Какие красоты у меня. Вот только бы огурчики все хорошенько плодоносили. Огуречники. И пусть было бы побольше помидорок у меня. Дети любят помидорки. А я люблю огурчики. Вот как. Солнце появилось сильное. Очень даже. Прямо жгучее такое. Я даже вон закрыла тряпочкой. И полно этих. Как их называют? О, красавица какая, видите? Залезла сюда и бодается. Иди отсюда. Стрекоз полно. Представляете, чуть попозже здесь только будет стрекоз. Я имею в виду на улице. Что это будет кошмар кошмарный. Хочу посмотреть сколько. О, 41. Представляете? 49. 41 в теплице. О, и ведь только-только солнце появилось яркое. А уже что творится. Ну вот. Поэтому поливала утром. Больше поливать не буду до вечера. Вечером только удобрением. Удобрю и все. Я еще настоями поливаю трав. Но не не скошенными, как обычно все косят и замачивают. Нет. Если что-то такое высокое вырывается, крапива, допустим, она же с землей вместе, туда в бочку бросаю. Вот. Потом, если еще что-нибудь такое попадается. О, видите, цвести начинают перчики мои. Оска какая-то тут бегает. Ни одной пчелки нету. А перчики вон цветут уже. Нет, чтобы что-нибудь тут прилетело, опылило. Им так жарко, они бедненькие. Вон листочки какие у них делаются, как вареные, представляете? О, варятся прямо. Сил нет. Ну а что делать? Куда я их должна девать? Вот этот такой хволый, болезненный какой-то, из-за того, что жарко ему. Он постоянно днем стоит вот такой никакой, умирающий лебедь. Остальные более-менее, хоть на них солнце светит сильно.
такие мои перчики в теплице. А в парничке вообще малюсенькие совсем, дохленькие. Ну вот, в этой бочке у меня замочено крапива, чистотел. Бывает, где-то там растет, я его сразу сюда приношу. Когда кашу особенно нахожу. Усы все с огурцов. Оно все здесь замачивается. А потом я с водичкой его разбавляю и поливаю. Вот они, помидорки, огурчики. Этим только и питаются. Ой. Больше ничем. Никаких удобрений у меня в теплице нет. Даже если болеют, бывает, осенью желтеют листья внизу. Что-то обрываю, а что-то сбрызгиваю настоем молока с водой, кефира с водой разбавляю и брызгаю. И все здоровые. Вот такие вот делишки. Красота. Любуюсь. Тоже жарко, красавица. Жарко.